Здравствуйте, уважаемые коллеги. Пожалуйста, убедитесь, что вы находитесь в помещении одни или исключительно в кругу сотрудников Classify Skylab, имеющих уровень доступа не ниже 3. Спасибо. Hello, my darling, с вами Симона, и мы с вами, смотря на вот эту недовольную, усатую, бородатую моську, продолжаем воспитывать наших чудо-детей. И сегодня у нас на очереди вот этот замечательный пупсик. Как я его обожаю, это просто какой-то кошмар. Конечно, ему пока с Айроном не тягаться совершенно, потому что что это? А еще он почему-то в 12 ночи не хочет спать, а родители хотят. Ну, не все, кстати. Общение у него уже есть. Что у нас получается? Воображение, точно. Воображение у нас в палатке. К этому мы еще вернемся. А что ты такой недовольный, не поняла? А, нехватка шедевра. Точно, я все время забываю, что он в этом, в своем, в отлете. Собака вообще легла спать в детской, нормально? Вообще, в целом, а что такого? Ну, беспардонно как-то было с вашей стороны. Цицерон. Так, мать, вот, прочитай ему на ночь, потом почисти вот эту штуку. Эту, ладно уж, я сама почищу. Хрен с вами. Хотя вообще неплохо было бы еще вот эту хрень в унитазе починить, а то это какой-то кошмар. Ой, точно, мы тут еще же что-то продаем. А нам есть что продать? А чё вот эти женщины? Они в прошлой серии, они приходили, они тут что-то дергали, какую-то траву. И что это? Они, может, наоборот, они подсадили нам сорняков. Гниды, а? Это чё? Чистить что-нибудь? О, слушай, тут смотри, чистить вон сколько всего можно. У вас ребенок же есть. Он хочет играть в игрушки с Декардом. Ничего не получится, его уже уложили спать. Какая трогательная мама, замечательная. Кстати, с бритыми ногами, наконец-таки. Так интересно, почему никто из других пар не хочет жениться? У них вроде у всех хорошие отношения. У этих даже не... нет, хотела сказать, у этих даже не самые лучшие отношения. Чего они поженились? А у них тут просто шкала пробита нахрен. Он, кстати, в прошлой серии еще одного ребенка хотел. Уже перехотел. Ой, какие чистоплотные. Вот не минуточки, ни секундочки нельзя, чтобы что-то, вот какая-то тарелка стояла в раковине, поэтому в разных раковинах пойдемся это все мыть, потому что, ну, невозможно. На обсессивно-компульсивное расстройство похоже, но я не эксперт, конечно же. Полезли опять твари какие твари вот неуправляемые. У нас бабака чем-то напугана. Что случилось? Почему нельзя у собаки спросить, что случилось? Уже который раз. Ее пугает мусорка. Цицерончик, красавчик, что случилось? Выученные команды перевернуться. Блин, так вот мы одну и выучили. Ой, какой хороший. Какой хороший Цицерон. Какой сладкий. Я только не понимаю, что у него случилось-то. Ну, давайте тогда просто его целовать и тискать. И разойдемся уже по разным сторонам. Вот, говорю, какой хороший. Что, руки тоже надо было брить? А потом иди спать. Ты что от вас уже устала. И Цицерон уснул. И день шалости прошел ужасно. Ну и хрен бы с ним. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Мама, срочно Декарда на горшок. Вот так вот. Понимаете? Потому что ни одна капля... Ни капли мимо, красавчик! Простите, но имею в виду, что нельзя ни в коем случае так вот сделать, чтобы вот что-то в подгузнике отправилось. Мы приучаемся к горшку. У нас какой, кстати, уровень-то горшка? Уже почти максимальный. А он бы сейчас просто взял и во сне бы напрудил в подгузник и просто, буквально, обосрал бы нам все дело. Почему меня это так решит, я не знаю. У меня вообще что-то с юмором случилось, если что, извините. Дадим еду. Блин, бутерброд с ветчиной и сыром. Я бы сама сейчас за бутерброд с ветчиной и сыром вот отдала бы денег сколько-нибудь. Давайте арахисовое масло и желе. Наверное, детям больше нравится сладкое. Хрен его знает, на самом деле, кстати, что ему нравится. А он может, пока ест, смотреть на мать
Все поливать пошла, ну какая молодец. Уход за садом. Слушайте, это интересно, то есть это значит, что она может сейчас и сорняки сама повыдергивать? Или это ничего не значит такого? В натуре она... А есть такая кнопка прям типа уход за садом? Нет, это типа надо... Может, это должен быть какой-то навык садоводства? Или именно что вот у нее вот этот эконоватор, и она типа... Так, ну а что? Ну а ты сиди теперь. Там мать от жука обрабатывает. Ничего не знаю. У нас только понедельник, кстати. У нас же пойдет на работу наш великолепный отец семейства. Вот как раз посмотрим, у него будет вообще сильно вот разовьется или нет, потому что ему все навыки развила. И я ему ежедневное задание выполнила. Должно быть все просто. Мам, долго вы? Блин, ну она, наверное, еще и сорняк сейчас будет выэтовать. Ну я не могу, уже почти закончилось это действие, не могу же я человека прерывать, чтобы потом заново делать, что ли? Так, а во сколько батя на работу? А почему у нее недоступна кнопка начать карьеру? В 9, это только через 2 часа. Она хотела показывать Декарду дидактические карточки. И это же совершенно не возбраняется. Пусть они пока позанимаются с этими карточками, потом мы проводим батю на работу и пойдем в интересное место. О, кстати, у него сейчас будет уже мышление 3-го уровня. Опа, батя проснулся. Пусть он тогда, может быть, примет пенную ванну. Пусть он будет игривым. Я вас понимаю, девушка. У ребенка 5-й уровень навыка общения. Я уверена, с ним до хрена что можно обсудить, но я сказала играть. О, через час должен приступить к работе. О, уже 4-й воображение. Ну, воображение мы сегодня добьем, это я вам отвечаю. Батек, вам пора, блин. Нет, ну все. Она ж сама дочинишь. Отправляйся на работу. Удачи тебе, Эдвард. Мы тебя ждем. Вот, она сделала. Так, мы сохраняемся. И мы с вами отправляемся в управление городами, точнее в Магнолию Параминейт, для того, чтобы поставить здесь общественный центр, в который могут ходить всякие родители-нищеброды, у которых нет денег на всякие палатки и другие развивашки для детей. И я рада представить вам именно эту постройку, потому что ее для меня прямо во время стрима, что нас всех очень удивило, построила моя подписчица. Аделькет, спасибо тебе большое еще раз. И мы, значит, взяли ребенка, собаку, короче, всю эту нашу честную компанию и отправились в этот великолепный центр. Я его, кстати, вижу сейчас в первый раз. Вот так, при ближайшем рассмотрении. Тут у нас и классики, и пространство для того, чтобы посмотреть какое-то семейное кино, и даже спортзал небольшой для родителей, чтобы они тоже не сидели, знаете, фигней не страдали. Слушайте, это замечательно, но мы, конечно же, здесь ради вот этого. Конкретно вот этой вот штуки. Поехали, Декард, давай. Ты у нас сейчас разовьешься в этом центре просто как вообще, как не в себя. Обратите внимание, здесь можно еще прокачать общение. Насчет вот этой горки я не знаю. Возможно, кстати, это работает как с той горкой большой, на которой у нас развился Айрон. Возможно, механика такая же, и мы сейчас, естественно, это тоже испробуем, потому что передвижение у нас тоже подхрамывает. Чем у нас тогда пока займется мама? О, кстати, а мама могла бы как раз-таки встать на тренажерчик и длительную даже пробежечку. Это она сейчас, знаете, ну немножечко, ну совсем чуть-чуточку запустилась. Ну, в плане, она меньше сейчас уже за собой следит, потому что, ну извините, у нее жизнь потяжелее, чем у 2 других мам, да? Она пытается это все как-то вывозить на себе, и мужика, у которого кризис среднего возраста, и ребенка, которому вечно что-то надо, и собаку, которую муж вообще спер зачем-то, припер в ее дом. В общем, совсем у нашей Дакоты перестало хватать на себя времени. Она у нас с небритыми ногами сколько ходила. Они не могут ей даже позволить купить ванну нормальную. Ну, уже купили, все хорошо. А что же будет делать Цицерон? Я думаю, мы потом, возможно, пробежимся вместе с Цицероном. Куда он пошел? Он к маме. А, нет, не к маме. Он к Декарду? Нет. Вообще к какому-то левому мужику? Нет. Господи, какая непредсказуемая собака. А, ему колонка нравится. Главное, мне очень нравится, как этот мужик еще флексит под классику. О,
Я позвала его на день рождения. В последнее время персонажу по имени Дакота ничего не получается, потому что она ведет себя очень неуклюже. Может, пришло время отказаться от мечты стать перфекционисткой? No! Дакота, что с тобой? Что ты тут натворила? Следи, смотри под ноги, не надо тут мне неуклюжестей никаких. Во-во-во-во-во-во, ща будет. Все, идем кататься с горки. И, кстати, я должна была проследить, это вообще как-то помогает, нет? Я такая отправила его, и как бы и ладно, зачем мне наблюдать за всем этим? Да, эта горка также работает. И она совсем маленькая, слушайте. А сколько такая стоит? Может, они бы как раз и дома бы вот это вот все бы как бы и сделали бы. За ним Цицерон приглядывает. Давай, опа, приехал в 4 уровень передвижения. И еще давай тебе наставлю. Катайся, милый, сколько хочешь, мой зайчик маленький. Играешь и развиваешься. Как прикольно в детстве было, господи. И пойдем сейчас пырить на мать, на нашу. Ой, мама, ну ты чё? Набирайся уму-разуму. Ну, это как бы даже не то, чтобы лайфхак. Это вообще, это убийца этого челленджа. Горка, палатка, смотрение на маму, ну, на взрослого вообще, в принципе, персонажа. И вот эти вот большие игрушки. И в этом общественном центре получается, при помощи горочки можно прокачать передвижение, при помощи вот этих великолепных, прекрасных пупсиков можно общение прокачать, смотреть на взрослых, взрослые тут, видимо, всегда будут в достатке, потому что вон они даже мыться уже пошли, и воображать прекрасно в палатке. Даже горшки есть, можно жить здесь просто, и ребенка буквально за 2 дня развить до максимума. Я даже не знаю, я рада, что вы мне об этом рассказали или нет. Потому что челленджа сразу как бы и не стало в этот момент. Где-то тут знаменитость. А кто это из вас? Папарацци есть? Ой, там, кстати, еще... Ой, тут еще и 2 этаж. Тут вон можно писать всякие картины. Как чудесно. Я что-то даже не... Я сначала даже не поняла, что существует 2 этаж. Не поняла. А почему все сбилось? Почему вообще, кстати, так медленно это прокачивается? Ой, опять главный. Беннет все равно ходит здесь. Он прям постоянно рядом. Причем рядом именно с этой семьей. Вы заметили? Он на дворовую распродажу приходил. Теперь тут такой, ха-ха, я смотрю, как какой-то человек тягает чего-то там. А сам стоит, у него 3-й глаз вот тут на затылке, блин, небось. Ты его тренируешь, Беннет, зачем ты здесь стоишь? Слушайте, мне кажется, у нас отец вернется просто к идеальному ребенку. Подождите! Вы помните, в прошлой серии или в позапрошлой серии Эдвард хотел зачать ребенка вместе с Дакотой, и Дакота теперь тоже хочет зачать ребенка с Эдвардом. О, 4 уровень, спасибо. То есть... Охренеть, то есть им нужен 2-й ребенок. Слушайте, мама, мне кажется, уже это... Я, кажется, похудел. А, вот к кому папарацци-то пришли. И оперный театр, вы гляньте, к нее пришла. Идет. Сколько ей лет-то уже? Взрослая. Странно, это же не свежее сохранение-то. Блин, все-таки не очень-то. Ну, давайте тогда пока его отведем на горшок. Вы только, ребятушки, знаете, что прилично себя ведите, вы потом обязательно горшочек этот вынесите, окей? Не позорьте меня, ладно? Надо думать о других посетителях этого замечательного места. Ну, в целом, горшок дома есть, мать дома тоже есть. То есть можно срать и пырить на мать. Все, шикарно. Мышление и горшок спокойнейшим образом из дома прокачиваются. Да вот я говорю, как всегда, ну уже все, уже кричит, уже скулит. Мне придется тебя поднять. Я знаю, что тебе не нравится, когда тебя берут на ручки. Но мы уходим. Что? Не хочу ли я прийти к ней в гости? У меня ребенок хочет спать. Я вас умоляю, пожалуйста. А с Цицерона-то? Цицерона! Ё-моё, Цицерона забыли! И что теперь делать? А, Цицерон сам пришел. А ты почему злой? Потеря контроля. Идет, ну, короче, вот это, что я ему делала, вот эту игривую ванну, ни хрена это не помогает. Все эти ваши
аромасвечи убирайте. Ничего не работает. Уложим, конечно же, спать нашего пупсика. Чуть-чуть надо поспать, но я ничего не знаю, ты потом просыпаешься. Ой, покушал, Цицерон покушал. Я думаю, мы с тобой еще сейчас вот побегаем, пойдем с Цицероном. Ну и надо, знаете ли, готовиться, встречать отца семейства дома. А что это у нее появилось? Хороший друг, обожание. Дакота считает, что Декард заслуживает всего самого лучшего, потому что он такой замечательный. Реально, посмотрите на вот это лицо. Ну, раз он не заслуживает самого лучшего. Ну, у вас 0 денег. Кстати, я такая, главное, нагнала на них, и я так и забыла из горшка-то убрать, и все. Посетителям следующим будет сюрприз. Чё они все здесь спаунятся-то, я не пойму. Карт-холдер звонит. Здравствуйте, у меня было время подумать. Мне кажется, что я и Анна МакКуин не поладим. Ну, значит, так оно и есть. Но Цицерон так и не сходил. Для чего была нужна эта прогулка? Давай макаронов с сыром дерябнем. Блин, она, кстати, тоже хочет спать. Кто звонит? Эдвард. Конечно, это же его бывшая. Ой, бывшая. Ну, ты как раз вот ты должна двигаться дальше и перестать мне звонить. Да, я украл твою собаку. Это не значит, что нас еще что-то связывает. Может, детали продадим? Хотя, блин, было бы круто, если бы она, вот, кстати... А что у нее по механике? 2-го, а у него 1-го. Так она механик. Вот, может быть, она бы могла бы что-нибудь улучшать. Она и мыться хоть. Ну, это мы все сейчас сделаем. А во сколько он приходит? Блин, он уже скоро приходит. Он в 19 приходит. Слышишь, нам еще чуть покемарить надо. Охраняет. Ну, Цицерон, ну какой ты вот любимый. Ну, почему ты такой у меня любимый? Ну, я тебя обожаю. Господи, как потискать цифровую собаку? Я не понимаю, как потискать цифровую собаку. Мне очень хочется. Блин, покемарить всего 15 минут, что ли, остается? Как вот почесать это цифровое пузико? Ну как? Как это сделать? Ну как? Такой хороший. Блин, ну в целом, у нас будет чуть-чуть время покемарить, потому что как бы ребенок спит, да? И Эдвард, он как бы придет, знаете ли, не в лучшем настроении, не для того, вот, чтобы что-то такое совершать, да, интересного характера. Поэтому он пусть тоже как бы в себя придет, может быть, поиграет во что-то, может быть, что-то посмотрит. А ты иди пока поспи. И что у него, кстати, вот за прогресс? Ну, почти уже вот в зеленой этой. Ой, он что хочет? Поговорить с Декардом. Не нравится кулинария. Ну, слушайте, ну вообще это, мне кажется, похоже на Эдварда, что он не любит готовить. Более того, у нас Дакота вся такая, знаете, она вся такая хозяюшка, вся такая в этом дня. Поэтому в целом она могла, знаете ли, его разбаловать немножечко, что ему как бы не нравится, но придется, ну как бы приходится иногда, понимаете? Вот сейчас все спят, ты же не хочешь умереть от голода, да? Значит, придется себе немножечко и подготовить. А чё, нет, нельзя? Ванесса Юнг хочет зайти в гости, чтобы пообщаться. Так это ж подружка Дженны. Зачем ты к нам не надо? А у него что, через 6 часов закончится кризис среднего возраста? Это как раз прекрасное время для того, чтобы завести 2-го ребенка. И чё, Декард, вот он хочет сказать, он вообще не выспал. А он еще и есть. Вот как раз мы его и разбудим. Но не сразу. Блин, он теперь этого испугался. И он уже какой, глядите, бодрый. Ну, слушай, ну вставай. Иди соблазняй. Ты вся такая уже сегодня вон подтянутая, побритая со всех сторон. Пофлиртуем. Такая приходит жена. Такая говорит... Ну, вы поняли. Поцеловать в щеку. Ой, такая игривая кошечка она у нас сегодня. Попытка соблазнения. Нам надо сделать его кокетливым. Играть в игрушки она хочет с Декардом. Да, у Декарда нет игрушек. Заработайте денег, играйте с ним во что хотите. О, кстати, посмотрите, прикольное число получилось. Ой, он ей послал воздушный поцелуй. Это не я, это он. Физическое, значит, у нее должно было... Вот, страстный поцелуй. Давай уже его затащим в эту пучину страсти. У нее опять, кстати, заросли ноги. Это уже не важно. Они уже все вошли в раж.
Вот, видите, человеку жарко. Все, они кокетливые. Но теперь уже сам Бог велел попробовать зачать ребенка. Я не верю, что я это делаю вообще. Так, давай, разбуди, пожалуйста, ребенка, его нужно накормить. Нет, Дакота, подожди, почему спать? Ну ладно, давайте, сделать тест на беременность. Что там, доктор? Надо пойти рассказать ему, конечно. Он рад. Блин, ну, как бы, знаете, ну, они захотели. Я бы в жизни, я вообще, нет. Важная новость, какие потрясающие новости в семье, скоро появится новый ребенок. Это такая чудесная семья. Слушайте, а у нас что растет? Клубника, клубничный куст. Слушайте, ну этот ребенок уже не идет как бы в зачет, да? Давайте пусть она жрет клубнику. Пусть у нее будет девочка. Знаете, чтобы была симметрия четкая. У нас получается в одной семье 2 мальчика-близнецы, в другой семье 2 девочки-близняшки, а тут будет мальчик и девочка. Ты, конечно, у нас просто половой гигант, но у тебя есть некоторые дела. Вообще, знаете, вот у него такой характер. Вот что его в этот офис поперло? Ой, надо было ребенка отпустить. Надо было ребенка отпустить. Пришли смотреть на папу. Сейчас точно будет 5 уровень. Сейчас точно будет 5 уровень. Да. Вот, смотри, тебе надо просто покакать. Тебе надо просто 1 раз хорошо покакать перед сном. И ты будешь капитальным красавчиком. Все. 2 раз в жизни вижу такое. 1 раз у Айрона, естественно. Уложи ребенка спать. Почитать малышу на ночь, он же семьянин. Если в прошлый раз мы как-то так вот наблюдали за Эдвардом и думали, что вот нигде он вот незаметный, дома незаметный, на работе незаметный. А сегодня мы смотрим на него с гордостью. Он принес денег домой. Он зачал 2 ребенка в эту нищету. Ой, тихо, сохраняемся. Короче, до хрена дел сделал. И Декард у нас вообще какой замечательный, прекрасный малыш. Все, мы переходим в другую семью, в 3-ю, получается. Что у нее тут? Как это ты не успела воображение прокачать, моя хорошая, со стрима-то? Ё-моё. Ну, это как бы уже, извините, надо всем ложиться. Слушайте, ну тоже, как говорится, за этот день должны, потому что мать, чтобы на нее пырить, есть, горшок есть, палатка имеется. А вот что вот они хотят? Стать друзьями. А давайте, станем друзьями. Как? Ну, главное, Бэр, посмотрите, какой вообще. Выразим восхищение. Я думаю, очень это понравится Лакише. Дать совет по воспитанию, совет свой сам себе посоветую, ладно, да? И это что за романтичные такие пупсики? А вообще, вы чувствуете это? Чувствуете? Поделиться секретом. Расскажи ей. Но нет, он не тот оккультный персонаж, он инопланетянин. Она ему подарила цветочек. Блин, вы тоже что-то такие милахи. А чё это вы кокетничаете? Вы не поняли, я друзьями вас хочу сделать. Ну ты же сам хотел, ну ты же сам написал мне. Давайте она что-нибудь еще ему скажет. Хорошие друзья. А ты хотел стать просто друзьями. Извини. Получилось стать очень хорошими друзьями. О, кстати, вот этот вот обзор надо загрузить. Вот как раз ночью поработаешь, блин. Чё вы вообще никто не спите? О, новых прыпышчиков получили. Блин, ну чё ты сделала, Лакиша? Ну ё-моё. Пусть просыпается, идет чинит. Охренели вы, что ли? И пол протирает, конечно. Вы же теперь друзья, ты его по-дружески попросила, правильно, да? Ой, надо сохраниться, все дрыхнут, это хорошо. Люблю, когда все дрыхнут. Вот бы они вот спали бы и просто во сне бы все навыки прокачивали. Вообще такая увлекательная игра была бы, просто охренеть. Лакер, захотела кушать. Ой-ой-ой, мама! Блин, Лакер, прости, пожалуйста, Лакер, пожри сама. Мне надо разбудить вот эту козявку и посадить ее на горшок очень-очень срочно. Мягкость. У Лакиши и Беллы мягкость.
То есть она такая: «О, это моя чудо-девочка, и я буду ей в попу дуть». А при этом Салакер-то у нее строгость, не может чего-то делать сама наполовину и не может смотреть, как кто-то что-то делает, что-то наполовину. И она вот видит, что эта девочка развивается прям на полную катушку. Офигеть! У нас мышление очень плохо. А у нас что, Белла сейчас будет в отстающих? Ты как тут? Она кушает. Она уже напрудила в штанишке и сидит довольная. Еду раскидала. Кто это все с пола жрать будет? У нас Цицерона здесь нет. Не хочу, не буду. Вот, видишь, какую ты избалованную уже растишь. Ты можешь идти, кстати, в кубики поиграть. Они свободны. Куда ты? Она кушать, пардон, я же сама ее отправила. Я думаю, господи, куда она с этой своей смешнючей походкой почесала. Белла, быстрее надо кушать быстрее. У нас мышления с тобой нет, вообще нет мышления, понимаешь? Мы не мыслим, а следовательно не существуем с тобой, Белла, ты понимаешь? О, проснулся, пошел бить грушу. Доброго полудня. Все, давай, иди воображай. Воображуля моя. Так, спортивный мой, что ты еще хочешь? Кушать вроде не хочет. Кстати, мы можем ему, я не знаю, он просто может захотеть кушать. Мы можем упаковать в ланч-пакет себе вот эту великолепную лапшу. Надо только не забыть, сейчас он будет уходить. Вот, уже 4 уровень. Лакер помыли, пирамидку сделаем. Отправиться самостоятельно. Тихо. Открываем холодильник. Филиппинскую лапшу жрем на работе. Смотри, 9 часов всего стухнет. Буш сам виноват. Так, ну что, пацан к успеху шел, девчонка тоже не отставала. Тихо. Займемся мышлением. Ребенок расчехлил глаза, будет смотреть. Сейчас будет сразу с порога 2 уровень. Сразу. Просто это не ребенок, это машина. Что? А, нифига, просто что это? Треугольник развития. Что тут у вас? Девки разошлись. Отец, кот из дома, мыши в пляс. Он, короче, ушел, они такие: так, все, больше дурочками не притворяемся. Изучаем квантовую механику и вот эти вот все писательства прикольные. Вот, она дописала книгу. Так опубликуй, продай права издателю. Новая книга была номинирована на награду. Смотрите следующую церемонию награждения в 7 вечера в воскресенье. Подождите, это надо посчитать. Значит, среда будет 1 пара, четверг 2, пятница 3, суббота. Нифига не получится в воскресенье смотреть. А что получается, даже если она что-то выиграет, ну, она ничего не получит, потому что мы не сможем церемонию посмотреть. А где Лакер? А чё ты на улице? Ну поиграй, что ли. Чё так медленно? Мне теперь уже кажется, что медленно. Уже время почти 3 часа дня. У нас еще до сих пор не все гениальные навыки. Куда? Мать пошла Лакер проверить. Так думает, так, я ж, по-моему, еще кого-то рожала. Осталось-то вот, ну вообще, буквально чуть-чуть, а я не могу попасть по этим дурацким вот этим всем пунктам. Это ж надо было так глубоко все это запхать. Так, ну сейчас. Ну сейчас как будет? Она как раз хочет какить. Она у нас не независимая. Приучать Нет! Господи, я так закричала, как будто не дай бог Лакер какать научится. Это ж просто будет плевок в душу всем нам. На самом деле у этой собаки такое лицо, потому что она рядом с горшком. Она такая... Так, давайте, пора сажать детей кушать. Руки помойте ребенку, он в унитазе был только что. Прекрасно. Короче, мы будем есть овсянку с недовольной моськой и грязными ручищами. Любит воду, мы заметили, потому как ты плескался в унитазе, это было очень даже прозрачно, понятно, да. А что ей еще делать? Ей кроме горшка уже нечего делать. Ну ладно, дадим пацанам фору. Чуть-чуть. Ну просто, блин, как-то даже уже, знаете ли, неинтересно. Но она не хочет сейчас. Зато
Мне, кстати, между прочим, присылали рубежи. Это, между прочим, интересно было бы сейчас почитать как раз. Так, ну из того, что я вот тут вот увидела, у нее ничего нет такого. Поэтому она может позарабатывать всякие рубежи пока, например. Например, вот есть выученные буквы, дидактические. Вот, обучать буквам. Вот причем здесь, вот какое мне дело до Кассандры год? Вот кто-нибудь может мне объяснить? Бэр, подожди, Бэр. Ну тебе еще до повышения, конечно, долго. А чё, ты вот, не ел, что ли? Он съел. А чё нет миленького мудлетика, что упаковано с любовью? Чё ты как чмо-то себя ведешь? Объясни, пожалуйста. Вы ощущаете любовь? Я да. Нет более эффективного способа проявить свои чувства, чем подарить консервы собственного приготовления. Пришел, всех на руках подержал, всех вокруг себя собрал, во-первых. Посмотрите, какой отец молодец. Ну что это такое? Все вокруг него собрались, такие, папка пришел. Кстати, а чё у меня такое получилось? Какие-то 3 семьи абсолютно какие-то патриархальные. У меня 3 мужика, которые ходят на работу. И 3 женщины, которые такие, муж работает, а жена красивая. Нет, так получилось, потому что Дакоту уволили, а она вообще-то работает, она инфлюенсер, знаете ли. Куда спать? Я тут тебя нахваливаю. Давайте, можно было без предложений, можно было просто сразу ее сажать насильно на горшок, чтобы вот этот вот инопланетянин охренел конкретно. Она, между прочим, кстати, может и отправиться на работу. Мне нравится, что для вот мега-синфлюенсера навыков даже никаких не надо. Все! Гениальные дети, гениальных родителей. Все хорош. Не можешь срать, не мучай жопу, как говорит мой дед. О, на работу пошла. Давай. Ой, она кушать хочет. Ой, сейчас придет, опять будет орать, что мне это не нравится, мне то не нравится. Дождемся ее с работы. Она буквально же ушла вообще на 2 часа. Что за работа такая интересная? Он, главное, снова не хочет спать. Слушайте, это из-за того, что он инопрещеленец? Сытная тамарангская закуска. Эта еда была потрясающая. Бар сыт и доволен. Чё, ты пришла? Я же говорю, недовольная. Хочешь ванну с наполнителем, расслабляющую, розовые лепестки, просто прям под стать ей. Все, ужасный день, это ужасный день, конечно же. Пришлось выйти из дома на работу, это отстой. Господи, я думаю, что так холодно? А у меня пульт от кондиционера далеко, он 24 градуса. 24 градуса, ты охренел, что ли? Вот она. Вот, чё, лучше день стал. Закончить читать книгу. Точно, кстати, мы часто забываем об этом в Sims, когда хотим прокачивать писательство и вообще отыгрывать писателей. Забываем о том, что вообще-то, чтобы стать хорошим писателем, важно не только уметь писать, но еще и читать много. Сделать что-нибудь романтическое. Это вообще можно. А все, а нельзя. 3 минуты у вас осталось. А я что-то разошлась. Все, 0-0-0. Сохраняемся. Будем на этом мы с вами прощаться. Конечно, подводить какие-то итоги рано, потому что эта возрастная стадия еще не закончилась. Но пока ребята в этой борьбе идут достаточно так ровненько. Знаете, прям ноздря в ноздрю, можно сказать, горшок в горшок. Нет, все, короче, вы поняли. Они у нас прям практически одинаково получают количество баллов. То есть это 4 на 8, 32 и еще 6 плюсом. То есть это по 38 баллов железно у каждого, это точно. Рубежи я пока еще не считала, потому что в целом мы на них пока и не ориентировались. Потому что самый действенный способ заработать баллы, это, конечно же, до какого-то максимального уровня прокачать навыки для начала. Такая вот история, что будет дальше, мы сможем наблюдать только в следующих сериях, в которых я вас очень жду и уже по вам скучаю, и по ним тоже, вот этим бубочкам маленьким. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях, все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю, пока-пока!